Вы когда-нибудь пробовали чебуреки, которые остаются нежными даже на следующий день, а их начинка буквально тает во рту? Если нет, то этот рецепт точно для вас. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я готовлю двойную порцию. Давайте начинать. В большую миску добавляем 800 граммов муки. Добавляем пол чайной ложки соли. Слегка перемешиваем сухие ингредиенты. А теперь мой маленький секрет. Добавляем 1 столовую ложку майонеза. Вливаем поэтапно 450 грамм горячей воды. Вода должна быть не просто теплой, а именно горячей, около 70 или 80 градусов. Чебуреки на обычном тесте, вода плюс мука, могут стать резиновыми, когда остынут. А майонез удерживает влагу внутри структуры теста, поэтому даже на следующий день они остаются мягкими, а не твердыми. Сначала работаем лопаткой, чтобы не обжечь руки, а когда масса соберется в комок, переходим на ручной замес. Замешиваем мягкое и эластичное тесто. Оно должно быть послушным, как пластилин, и совершенно не липнуть к рукам. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Буду рада, если вы поделитесь своим рецептом чебуреков в комментариях. Всегда интересно попробовать что-то новое. Посмотрите, какой колобок у нас получился. Даем ему отдохнуть, пока мы заняты начинкой. Закрываем наше тесто, чтобы они не высохли. Я просто сделаю это тарелкой. А теперь займемся начинкой. Сегодня в качестве начинки у меня чуцай. Если не знаете, что это, можете загуглить. Он очень вкусный. Его используют в китайской, уйгурской, тунганской и других кухнях. К чуцаю мы добавим яйца. Я взяла 6 штук, но если вы любите более плотную начинку, можно взять и 8, и 10. Добавляем немного соли и тщательно перемешиваем. Далее на сковороде с капелькой масла жарим обычный омлет. Как только яйца схватятся, начинаем интенсивно измельчать их лопаткой прямо на сковороде. Нам нужны мелкие яичные хлопья, чтобы они равномерно распределились в начинке. Чудца я почистила, помыла и мелко нашинковала. К нему добавляем наш измельченный омлет. Добавляем соль, черный, красный перец по вкусу. Можно добавить еще паприку. Теперь секрет сочности. Выливаем в начинку 150 или 200 мл растительного масла. Если хотите сделать блюдо более сытным, можно добавить мясо. Предварительно их нужно мелко нарезать и обжарить на сковороде. У меня сегодня мелко нарезанное куриное филе. Их я заранее прожарила на сковороде. Теперь тщательно все перемешиваем. Убираем начинку в сторону, теперь займемся тестом. Наше тесто отдохнуло. Посыпаем рабочее место немного мукой. Нам нужно разделить наше тесто на маленькие кусочки. Сначала делю тесто пополам, потом формирую из них колбаски. Теперь делим на нужный вам размер. У меня сковорода диаметром 32 сантиметров, и я разделила их на 16 равных частей.
Теперь раскатываем наше тесто очень тонко. И тут минутка самоиронии, не обязательно добиваться ровного круга. У меня, сколько бы я ни старалась, идеальный круг никогда не получается. Но у нас есть хитрость. Кладем начинку на одну сторону, накрываем другой и придавливаем пальцами. Так мы склеиваем края. А затем берем обычную плоскую тарелку и обрезаем края по дуге. Так чебурек получается идеально ровным, красивым и магазинным на вид. А остатки теста мы просто добавим в следующий кусочек при раскатке. Подготовим сковороду. Наливаем масло, примерно 200 грамм, и хорошо прогреваем. Жарим на огне меньше среднего, до уверенной золотистой корочки. Я рекомендую закрывать крышку во время жарки. Так чуцай внутри успеет пропариться и стать мягким. Наши чебуреки готовы. Вы только посмотрите на этот цвет. Они невероятно аппетитные и сочные. Сейчас они обжигающие горячие, еще идет пар. Но я все равно попытаюсь разломить один и показать вам, что внутри. Скажу вам, они очень вкусные. Советую вам попробовать. Благодарю, что досмотрели видео до конца. А я вам желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких домашним теплом и вкусной едой. Пусть в вашем доме всегда царит уют, достаток и благополучие. До новых встреч, иншаллах, и ассаляму алейкум.